Всем доброго раннего утра. Хочу подарить вам заговор, который поможет вам, я так написала, получить желаемое, смягчить удар или вовсе устранить. Вот, предположим, вы собираетесь на очень серьезный разговор куда-то, в какой-то государственный орган, или к людям, имеющим авторитет, имеющим вес, вам нужно убедить их в своей правоте. Или, в конце концов, может, в семье есть какие-то проблемы, и вам нужно идти и поговорить, может, с родственниками или с кем-то еще. Но единственное, не переборщите, не заигрывайте с этим, если это касается вашей семьи. Постоянно это не начитывайте, потому что это все-таки морок. Вы вызываете царя неволи, дух рабства. Это морок. Его так называли. Почему он царь неволи и дух рабства? Потому что вы берете человека в рабство, можно сказать. Вы его окутываете, он подчиняется вашей воле, будет делать то, что вы хотите. Но он будет делать в этот момент, когда вы там поговорили, ушли, еще часа 2-3 оно держится, а потом уйдет, улетучится. Морок наводит постоянно. Если, например, делают женщины не очень умные морок на мужчину, чтобы он все время был ими увлечен и прочее, как только он из этого морока выходит, начинается ужас. И наверняка вы такое видели. Например, морок может спадать при венчании. Если женщина, например, приворотом привели его, венчание не из-за того, что там, там сила в каждом эгрегоре, я вам говорила. Просто одно перебивает другое. Встречаются две силы, случается конфликт сил. При венчании этот морок спадает, после этого начинает бить ее смертным боем и так далее. И вот старые бабушки говорят, вот, сучка приворожила, теперь вот получает. Часто так бывает. Религиозные обряды не то, что там очищают и так далее, но просто морок – это такая работа, как бы каждодневная, одноразовая. Его надо начитывать постоянно. Разный есть морок. Какой-то держится там неделю, 2, месяц, но все время обновляют, подделывают. Даже приворот, потому что влияние людей, там кто-то что-то говорит, может быть, кто-то пойдет его очистит. Это все время надо обновить. И поэтому вот для серьезных дел, это тоже серьезное дело, но это так полезное дело, да, оно вам нужно. А для семейной жизни и прочее не нужно этого делать, этим пользоваться. Вы потом пожалеете об этом, потому что это все время нужно обновлять, и вы будете жить как на вулкане. Так вот вы идете, например, поговорить, вот вас вызвали куда-то, в какую-то там госструктуру. И перед тем, как идти, 3 раза начитывайте, отправляйте перед собой царя рабства, который будет вам служить, потому что вы знаете определенные его тайны. Не вы знаете, а я знаю, но поскольку я вам дарю этот заговор, значит, он будет подчиняться и этому заговору, и вам в том числе. Чем отличается просто заговоры и заговоры рабочие? Тем, что рабочие заговоры составляют ведьмы, а простые заговоры различные люди, не имеющие отношения к магии. Поэтому их духи не слушаются, а ведьму – да. И ею подаренный заговор будет у вас работать. Подготовьте почву, отправьте его впереди себя, чтобы он пошел, оморочил их, и они приняли бы вас с любовью, подумали, что вы невинный ангелочек, сделали, как вы хотите. Это после они могут прийти в себя и подумать, что они неправильно сделали, что они не то хотели, но они уже не смогут ничего исправить, потому что это будет уже нарушение их, работы, да, и прочее, и они рисковать не будут. Сделали ошибку, так получилось все. Они второй раз будут думать, как так получилось, что-то я сглупила, но в любом случае. Наведите морок, начитайте перед собой, отправьте впереди, а потом идите домой. Я наводила этот морок на своего отца, когда мне нужно было по делам ехать и так далее, или мы опаздывали, чтобы дома не было скандала. Ему очень нравилось из-за каждой фигни скандал устраивать, чтобы... так надо было ему. И я все время, когда
Шла домой, начитывала морок. И что вы думаете, приходила и что-то там случалось? Либо к нему приходили, и он должен был срочно куда-то уехать, либо он засыпал, либо как-то он непривычно для себя молчал, что было для него просто необычным делом. Так что пользуйтесь во благо, начитывайте и боритесь за себя в этой жизни. Надеяться нам, кроме древних сил, больше не на кого. Мир безумный, каждый день все безумнее и безумнее. И остается только обращение к древним богам, которые приходят на помощь в трудную минуту. Желаю вам удачи. Да, забыла сказать. А теперь текст заговора. О царь неволи, дух рабства, я знаю твои тайные тропы, твои псалмы и заповеди, и через то сила твоя в моей власти. Я иду, название места, а ты иди впереди меня, наведи на них название должности или имени человека, или людей. Морок, глаза их отведи, съешь ясность мыслей, внуши им, чтобы меня с любовью встретили и исполнили, что им скажу. Окутай их в туман, спутай их мысли, дай им обморочную пустоту. Как младенец видит и не видит, слышит и не слышит, чтобы они видели и не видели, слышали и не слышали, речам внимали и ни черта не понимали, а только соглашались со мной и все по воле моей выполняли. Ключ, замок, язык. Заклято. Еще раз, уже без обозначения места. То есть место это может быть, куда вы идете, прокуратуру, значит, наведи там на них, на работников прокуратуры, морок или прокурора. Ну, идете там в налоговую, наведи, там иду в налоговую, а ты иди впереди меня. Наведи на них работников налоговой или инспектора налогового, морок. Или имя знаете, и можете имя назвать. О царь неволи, дух рабства, я знаю твои тайные тропы, твои псалмы и заповеди, и через то сила твоя в моей власти. Я иду место, а ты иди впереди меня. Наведи на них название должности или имени. Морок, глаза их отведи, съешь их ясность мысли, внуши им, чтобы они меня с любовью встретили, исполнили, что им скажу, окутай их в туман, спутай их мысли, дай им обморочную пустоту, как младенец видит и не видит, слышит и не слышит, чтобы они видели и не видели, слышали и не слышали, речам внимали и ни черта не понимали, а только соглашались со мной и все по воле моей выполняли. Ключ, замок, язык. Заклято. И третий раз прочитаю без этих предупреждений и объяснений. О царь неволи, дух рабства, я знаю твои тайные тропы, твои псалмы и заповеди, и через то сила твоя в моей власти. Я иду, а ты иди впереди меня, наведи на них морок, глаза их отведи, съешь ясность мысли, внуши им, чтобы меня с любовью встретили и исполнили. Что им скажу, окутай их в туман, спутай их мысли, дай им обморочную пустоту, как младенец видит и не видит, слышит и не слышит, так бы они видели и не видели, слышали и не слышали, речам внимали и ни черта не понимали, а только соглашались со мной и все по воле моей выполняли. Ключ, замок, язык. Заклято. Все на этом. Всем удачи.